Почему, чтобы узнать название мира, в котором я оказался, я не могу просто пойти на квест, где были бы драконы, рыцари, отважные лучники и там всякое такое? Ах. О, стоп! А вот это уже интересно. Ну что ж, друзья, поздравляю. Конца света не случилось. Знаете, простите, но я не хочу продолжать этот разговор. Ой-ой-ой, дети, стоящие посреди улицы без скафандра, способные видеть меня, но при этом тут же куда-то исчезающие. Если бы мне сказали это вне контекста предыдущей серии, я бы подумал, что это какой-то бред. Теперь непонятно, это была галлюцинация или же настоящий ребенок? Давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы боимся детей. Да уж, дети, способные стоять посреди улицы без скафандра и пялиться на меня так, будто все нормально, это страшно. И я даже не знаю, что меня пугает больше. Что эти дети настоящие или же наоборот, созданные галлюцинацией. Давайте коротко о том, что мы можем встретить на улице. Первое. Непонятный дождь, разряжающий костюм. Второе. Предметы, дающие обрывки воспоминаний о городе. Третье. Бирюзовый туман с призраками. И, наконец, четвертое. Исчезающие детишки без скафандра. Наверное, это первый раз, когда я не могу хотя бы о чем-то сказать положительно. А еще это долбанное одиночество. Так, ладно, надо срочно создавать антенну. Надо найти другие бункеры. А еще прочитать новую записку. Ребенок без скафандра. Что это было? Ну, вот как раз что это было, я думаю, мы скоро узнаем. Интересно. Могу ли я узнать прогноз погоды в терминале? Не хотелось бы попасть под кислотный дождь или типа того. Надеюсь, такая функция существует. А, кстати, а ведь действительно, мы когда смотрим сюда, то всегда либо день, либо ночь. Никакого дождя, никакого тумана. Окей, приветствую, может быть, поболтаем? Что вы хотите сделать? Да-да, еще раз привет. Так, мне надо прогноз погоды. Получение данных метеомодуля. Ошибка. Метеомодуль не найден. Загружаю последние данные. По данным синоптиков, на сегодня в эту область прибудет грозовой фронт. Для более подробной информации установите метеомодуль. Что вы хотите сделать? А, грозовой фронт. Да, согласен. Это же звучит как... Новое обновление в игре War Thunder! Дамы и господа, War Thunder! Бесплатный многопользовательский онлайн-экшен, в котором происходят эпичные сражения на суше, в воздухе и в море. Сотни единиц боевой техники, старые легенды 20 века и новинки наших дней. Как играть? Решай сам. Направиться в лобовую атаку на танке, прикрывать тылы с вертолета или перехватывать авиацию врага на маневренном истребителе. Все это возможно одновременно, ведь это War Thunder! Разные виды техники сражаются в одном бою. Каждая машина имеет свои уникальные особенности и детали не только во внешнем виде, но и в управлении и боевых характеристиках. Все машины в игре можно улучшать и модифицировать, а также настраивать внешний вид с помощью множества скинов и элементов кастомизации. Кажется, я кое-что забыл. Ах да, новое обновление Грозовой фронт! Игра оптимизирована и улучшена для PlayStation 5 Pro, для тех, кто уже обновил плойку. Ну и, наверное, самое главное, в War Thunder теперь поддерживается Ray Tracing, полностью реалистичные тени, освещение и отражение. Также в игру добавлены десантная машина BMD 4M, палубный истребитель Су-33 и авианосец Адмирал Кузнецов. Испытай технику на новой карте Аттика. Друзья, качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании, ведь все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие подарки. Поспешите, друзья, сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Ссылка в описании. Короче, я понял, для получения погодных данных нам нужен метеомодуль, а это получается ресурсы, так, которые... ладно. Новое утро в этом странном мире. Костюм заряжен, все вроде бы в порядке, а в голове сплошные вопросы. После всего, что я видел, я начинаю брать под сомнение все, что знаю. Где я сейчас? Все-таки это необычный вопрос, поэтому мне бы узнать наверняка.
Может быть, кстати, сегодня этим и заняться. Про поиски ресурсов для антенны тоже не буду забывать. Но сейчас у меня нет конкретных идей, где искать. А с тем, куда я попал, все-таки должно быть попроще. Должны же быть какие-то документы. А в документах названия городов. А может быть, даже и мира. В любом населенном мире есть своя бюрократия и бумажная волокита. Значит, мне нужно в администрацию города или какой-нибудь архив. О, привет. Что, пришел сказать, что я на верном пути, да? Да уж. Знаешь, молчание — знак согласия. Задание «Где я?» обновлено. Блин! Блин, это просто... серьезно! Короче, ребят, я примерно в 3-й или 2-й серии сказал про эту самую бюрократию. Я говорил, вот, ща. В любом населенном мире есть своя бюрократия и бумажная волокита. Вы, наверное, скажете, но нет, ты этого не говорил. Да, я этого не говорил, потому что это было вырезано. Вырезано на монтаже. Но я говорил, когда нашел вот эту газету. Вот оно! Нам нужно в администрацию города или какой-то архив. Да, я так рад, что этому задается вопрос даже Лолошка. Так, а ну-ка. Ага, классика. Ты сейчас опять появишься? Классика. Холодишь мне тут камеру. Давай-ка, наверное, сразу вот это все убираем. Далее, на всякий случай возьмем кирку и супчик. Я не думаю, что мне что-то еще понадобится. Обязательно прочитаем квест. Где я? Найти городскую администрацию, узнать, как называются мир и город, в котором я нахожусь. О, да! Мне кажется, неопределенность моего положения увеличивает тревожность. Возможно, если я буду наверняка знать, где нахожусь, мне станет проще ментально. В любом случае, эта информация мне точно пригодится. Надо искать. Так, да, я понял. И опять же, найти городскую администрацию. Ух, мне, значит, здесь точно ничего не надо. Одеваемся, опрокидываем смотрящего. Итак, что мы имеем? Мой бункер, кажется, находится далеко не в центре города, где обычно находится администрация. Думаю, имеет смысл улучшить емкость аккумуляторов моего костюма. Блин, ну, кстати, логично. Уровень 1, да! Уровень 1, защитный скафандр. А как это делается? Погоди. Эй, привет. Так, медицинский модуль. Базовый модуль, может быть. Вот у меня сейчас 2-й уровень. Ничего про скафандры я здесь не могу прочитать. Здесь вроде тоже не листается. Что вы хотите сделать? Да. Я... Слушай, не знаю, улучшить скафандр? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Ладно, возможно, это где-то как-то по-другому делается. А как, блин? Что мне нужно для улучшения? Может быть... Да, блин, тут у меня вроде бы тоже ничего не было никогда. Думаю, имеет смысл улучшить емкость аккумуляторов моего костюма. Может быть, типа не сейчас, а потом? Потому что сейчас у меня конкретно нет такого доступа. Ну, типа, 0. У меня и ресурсов не то чтобы много. Да, скорее всего, это как-то потом. И типа Лолошка себе на будущее это сказал. Ну ладно, я просто не знаю. Мне сейчас надо тупо выйти и проверить. Лолошка опять же что-то скажет. Или, может быть, какие-то партиклы появятся. Так, отличный день. Должна же здесь быть какая-то ратуша, или городской совет, или подобный орган власти. Да, надо найти. Во, все-таки не сейчас надо улучшить. Партиклы. Что, мне сюда в итоге? Подожди, партиклы вот здесь. И при этом тут же... вон, вижу, не обрываются. На всякий случай забежим сюда. О, моя прошлая кирка, привет. Тут пока что радиация 1-го уровня. Мы идем направо. Ух, как будто какой-то метеорит упал, да? Но мы-то понимаем, что это не метеорит. Да, дерево упало. Видимо, какая-то машина врезалась. Лоу. Так, 2-й уровень, тихо. Вон, вижу, мне туда. Так, пожалуйста, у меня с едой проблемы. Бегать я не могу. Не надо мне 2-й уровень. Что такое? Боже, куда я попал? Черт, 2-й уровень, нет! Пожалуйста, жить! Нет! Вот все, 1-й. Я, кстати, понял, что в некоторых частях 1-й уровень... вот оно. Если бы меня попросили описать городскую ратушу, я бы описал ее именно так. Надеюсь, это оно. Задание «Где я?» обновлено. Hello? Все как везде. Чисто, аккуратно. Будто сотрудники просто ушли на обед. Ладно, надо понимать, туда я попал или нет. Туда ты попал или нет. Ну, сейчас будем думать. Экстренный аккумулятор. Одноразовая батарея, способная подзарядить практически любой аккумулятор, совместимо со всеми энергосистемами. Подожди, типа... Нажимаем.
О, имба! Имба! Хорошо! Слушай, ладно. Это продумано. Я в целом не против. То есть я могу подзаряжать костюм. Антидот, что? Ладно, я на всякий случай возьму. Кожзаменитель тоже на всякий пожарный. Белый краситель возьмем. Почтовая бумага, ладно. О, еще экстренный аккумулятор берем. Значит, мы сейчас были на первом, втором, третьем этаже. Поднимаемся уже на 4-й. И здесь у нас тоже какой-то переходный этаж. Привет. А здесь... Что это? Фотолаборатория. Нет, тут нечего делать. Серьезно? То есть это не здание администрации? А как? Подожди. Я думал, это здание администрации. Я тут на всякий случай книги собираю. Не знаю зачем, но мало ли. Еще белые красители, 4 экстренных аккумулятора. Ладно, я бы не сказал, что здесь прям что-то супер важное. Фотолабораторию можно зайти, оказывается. Я думал, это закрыто. Привет. Что это? Как это? Ничего нельзя взять? Это тоже не берется. Честно говоря, я думал, что фотолаборатории немного иначе смотрятся, выглядят. Но в целом, ладно. Я ни разу не был в фотолаборатории в своей жизни. Так, а сюда-то я могу? А, здесь продолжение. Воу, так это не берется. Экстренный аккумулятор, спасибо. Слушайте, ну давайте один, кстати, наверное, используем, на всякий случай. Далее здесь у нас еще красители. Это... Что? Фотоаппарат? Ну-ка, подожди, как? Оу! Батюшки, это зачем мне такое? Так, я могу бить блоки даже с ним. Могу, наверное, фотографировать. Ё-моё! Использованные кадры, нет пленки, фокусное расстояние, композиция, выдержка. Чё это такое? Хорошо. Выйти как? Ага, понял. Взять черно-белая пленка. Я думаю, что запечатлеть несколько моментов моей текущей жизни будет полезно. Как минимум, поможет не сойти с ума, если я буду знать, что все это реально. Хотя... Кто знает, насколько реален фотоаппарат. Не-не-не-не. Такие мысли мне сейчас точно ни к чему. Надо вернуться к основной задаче. Понял? Ладно, так, черно-белая пленка. А как ее использовать? Подожди, как? Черно-белая пленка. О, круто! Это можно еще открывать. Так, как? Вот сюда, да? Сюда! О, фотолаборатория. Слушай, а давай возьмем. Мы же можем, получается, здесь все ломать, да? Да, и это выпадает. Всякие картины посмотреть мы не можем. Что ж такое-то? А где какие-нибудь документы? Я не знаю, там название города, мира, год, месяц. Аудитория номер 1. Уф. Красиво. На всякий случай все осматриваем. Документы бы какие-нибудь не пропустить. Аптечка восстанавливает 2 сердца. О, это приятно. Еще один экстренный аккумулятор. Кстати, используем. Благодарю. Блин, ну дайте документы. Ребят, я все понимаю. Там аккумуляторы, фотоаппараты какие-то. Но, блин, документы. Бога ради, я умею читать, правда. Поднимаемся еще выше. Архив. И что здесь у нас? Офис. Так. Здесь у нас вроде ничего интересного. О, здесь архив. Звучит скучно, но похоже на то место, где может быть нужная мне информация. Ну, кстати, об этом я не подумал. Правда, опять же, что-то какой-то полезной информации не вижу. Ё-моё, сколько здесь документов. На все это моего костюма точно не хватит. Надеюсь, удастся найти что-то быстренькое. Придется порыться. Все-таки мне в архив. Окей. Так, полный список почетных жителей города Силанхва. Отлично. Название города мне ни о чем не говорит, а это уже о чем-то договорит. Справедливо. Силанхва. Тут еще куча документов, где упоминаются эльфы, орки, люди. Понял. Так. Учредительные архивные документы, образующиеся в процессе деятельности городского управления, государственных органов с указанием срока хранения. Мой мозг устал примерно на 3-м слове. Какая скукотень. Бла-бла-бла. Организация, осуществление экономики, шмэкономики. Ну почему бюрократия? Почему, чтобы узнать название мира, в котором я оказался, я не могу просто пойти на квест, где были бы драконы, рыцари, отважные лучники и там всякое такое? Почему я должен пробираться сквозь предложения, где по 7-8 существительных подряд?
В соответствии с регламентом нормирования в рамках предусмотренной законодательной базы, закрепленный в своде правил и положений, обеспечивающий принцип общественного контроля и прозрачности, предоставляет гражданам доступ к актуальной информации о ходе принятия решений. За что мне это? Тихо, успокойся, читай. О, стоп! А вот это уже интересно. Здесь же прямым текстом написано: Всемировой Совет Архея постановляет. Вот оно! Черным по белому. Совет Архея. Так, ну, получается, я точно в Архее. Но, черт, тогда почему все такое технологичное? Я видел, как должен был выглядеть Архей в то время, в которое мы с Джоном отправились. Каким? Ну вот. Очевидный ответ оказался правильным. Да-да-да, мы в Архее. А если что, Лолошка сейчас говорит про то, что мы же отправлялись как бы в прошлое вместе с Джоном. И в прошлом Архей должен был выглядеть вот так. Какие-то прилавки, стоят орки, эльфы, люди, продают всякие разнообразные вещи. Но здесь этим даже близко не пахнет. Здесь нет никаких рынков, каких-то скинтов, путеводных скинтов и так далее. Тем не менее, в конце Сердца Вселенной мы видим, как Джон и Лолошка побежали в разных направлениях. А разные направления в пустоши, то есть в том мире, где мы бежали, это разная временная ветка. То есть, получается, мы бежали не в прошлое, а куда-то в другое время. Типа, в будущее. Очевидный ответ оказался правильным. Да, опять же, мы в Архее. Но, блин, помогла ли мне эта информация хоть как-то? Ну ладно, наверное, немножко да. Посмотрим, что здесь еще есть. Давай. Что это, сейф какой-то? Книжки не ставим, это не открывается. Здесь ничего не кликается. А вот это можно прочитать? Документы по бумажным стаканчикам. Ладно, обязательно используем экстренный аккумулятор. Вот это читаем. А1, А2, А3. И ничего более, да? Ладненько. Какие-то документы по-любому есть. Вот что-то я могу здесь найти. Если я тупо уйду, я буду себя потом ненавидеть, если я что-то не найду. Сейчас. Книжки какие-то. Вот. Их же можно брать. Вот здесь нельзя, а вот тут... Вот тут можно. Хочу найти. Я уверен, тут что-то есть, черт возьми. Ну, например, экстренный аккумулятор. Вот это берем. Каменная кирка мне, кстати, явно не понадобится. Вот это. Блин, ну это все просто книги. О! Стаканчик кофе. О, я понял, воспоминания сейчас будут, да? Да. Реально. Да, Жека несусветная. Ну, что ж, друзья, поздравляю. Конца света не случилось. Угу, как я и говорил, кстати. Как он и говорил. Это вообще-то один из твоих все переполошил. Не начинай. Наш род намного выше этого. Он никому своего мнения не навязывал. Просто занимался тем, что считал необходимым. Ну, слушай, ты же не станешь отрицать, что он просто свихнулся. Знаете, простите, но я не хочу продолжать этот разговор. Иди. Блин, ну только теперь непонятно. Зачем я потратился на этот дебильный бункер? Ну, а я говорил тебе, бредовая эта затея. Но если дипломатические отношения между эльфами и нами не наладятся... Ну, кстати... Боюсь, бункер может тебе пригодиться по совершенно другой причине. Ой, что происходит? Черт возьми, это что сейчас было? Ну, что было, мы и так знаем. Получается, предметы могут хранить примерно минуту или две последних воспоминаний. Да черт, это невозможно! Я смотрю на то, как все эти люди, орки и эльфы исчезают. Просто резко ни с того ни с сего. Исчезают прямо у меня на глазах. Ай, как же это давит на психику. Это же мой родной мир. Что с ним стало? Почему я это вижу? Нет. Я не хочу больше видеть эти смерти, не хочу! Я же ведь даже не знаю никого из них, но почему? Почему это так больно? Так, блин, у него там жестко рассудок упал. Пожалуйста, все будет нормально. Ложка же. Такое чувство, будто сердце сейчас выскочит из груди. Эй, тише. Ты же сейчас потеряешь сознание от асфиксии. Джон. Как? Архей же. Там конец и... О, нет, Лолошка, соберись. Если ты сейчас потеряешь сознание, заряда твоего костюма не хватит на обратный путь. Да, я просто... Ну что ты мямлишь? Запаниковал от чьих-то воспоминаний.
Это уже случилось, Лолошка. Какой смысл паниковать от того, что уже произошло? Или ты думаешь, что Архею очень не хватает еще одной смерти? Ладно. Слушай, Джон, они говорили, что кто-то знал. Кто-то знал, что будет конец света. Так, продолжай. И что же это значит? Это значит, кто-то знал, что он будет. Ну давай же, развивай дальше. С чего ты это взял? Может быть, они просто думали о большой войне, которой, по всей видимости, так и не случилось, а? Нет, Джон, кто-то явно знал, что произойдет именно то, что произошло. Что-то подобное. Размышления нашему очаровательному лицу идут куда больше, чем паника. Чао. Черт. Вот так вот, а. Задание «А что случилось?» обновлено. Как же я рад, что Лолошка даже путем вот этого появления Джона внемлет своему же разуму. То есть я как бы понимаю, что это все галины, и на самом деле это Лолошка сам с собой разговаривает, но вот как-то двояко я все равно благодарю Джона. Просто за то, что он есть в жизни Лолошки. Тут у нас, кстати, второй этаж еще. Черт. Это появление Джона не просто меня сейчас успокоило. Оно же, возможно, спасло мне жизнь. Надо возвращаться в бункер. Цель на сегодня я и так выполнил. Да, вот. У нас, кстати, еще вот фотоаппарат. Пленка 0 из 16. Наверное, сейчас забивать пленку я не буду. Посмотрим, что у нас здесь. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь еще аккумулятор. Аккумуляторы, пожалуйста. О, экстренный аккумулятор, здорово. Уже 6 штуковин. Так, и давай, наверное, попробуем добежать до бункера, не заряжаясь аккумулятором. Что ж, ладно, выдохнули, успокоились. Теперь я хотя бы точно знаю, что это Архей. Похоже, здесь многое изменилось. Технологии, бункеры, машины. И при этом абсолютно никого. Конец света все же случился. Но кто сделал этот конец света? Так, что это? О, партикла обратно, удобно. Стоп! Сейчас мы поставим здесь обязательно waypoint, вот так вот. Оп, теперь мы знаем, что это координаты минус 2914, бла-бла-бла. И хорошо, что я могу спокойно добежать до бункера с моим 30% зарядом, черт возьми. Привет, уточка. О, кстати, я эту уточку уже где-то видел. В любом случае, мы обязательно кушаем. И побежали. Всем здравствуйте! Фу, хорошо, что ничего не поломалось. Будет очень неприятно, если когда-нибудь я приду, а здесь все горит красным. Далее, получается, мы берем костюмчик, тут же его подзаряжаем. Я вообще понимаю, что мне нужно как-то улучшиться, потому что Лолошка об этом сказал. И может быть для этого как раз... Что происходит? Понял. Просто может быть как раз для этого аккумуляторы вот эти понадобятся, которые у меня сейчас есть. Ну-ка, чё ж ты там написал? У орка из воспоминаний был свой бункер. Да, в момент катастрофы он был в администрации, но у него могла быть семья, которая могла в этот момент быть в безопасности. А это значит, в Архее все-таки могут быть выжившие. И если они есть, я обязательно найду их. Так, ладно. На сегодня раздумий хватит. Понял. Так, обязательно все-таки проверим. Ух ты, батюшки. Какая красота. Ой. Новое достижение, разрезая время светом. Я случайно! Ну блин, одну пленочку я просрал. Сори. Проверяем, что у нас здесь. Кто знал, что будет конец света? Да, это, кстати, наверное, самое важное, что мы вычленили из того воспоминания. Это вообще-то один из твоих всех переполошил. То есть, получается, кто-то предупредил все население, что произойдет некая катастрофа. И этот кто-то был эльфом. Этот кто-то никому своего мнения не навязывал. Он просто занимался тем, что считал необходимым. И человек говорит: но ты же не станешь отрицать, что этот кто-то, то есть эльф, просто свихнулся. То есть, получается, кто-то влиятельный заставил всех подумать о том, что что-то скоро произойдет. При этом здесь также говорится: если дипломатические отношения между эльфами и нами не наладятся, боюсь, бункер может тебе пригодиться по совершенно другой причине. То есть, получается, смотрите, у нас на одной стороне есть война, которая вот-вот может начаться, а на другой стороне есть вот этот эльф, который всех предупредил, что как будто что-то может произойти. И многие как бы поверили, но при этом подумали о войне. Потому что об этом, смотрите, даже сказал сам Джон. Может быть, они просто думали о большой войне, которая, по всей видимости, так и не случилась? Нет.
кто-то явно знал, что произойдет именно что-то подобное. Ну ладно, это опять же размышление самого Лолошки, то есть пока что это, ну опять же, догадки. Я не хочу думать о том, что любая мысль Лолошки, она изначально верная. Также не забывайте, я нашел какой-то единичный антидот. Возможно, это что-то вот из этого, да, типа бинты, аптечка, антидот. И скорее всего это просто антиотравление. И давай-ка кое-что проверим. Здравствуйте, Уткар. Что вы хотите сделать? Угу, я хочу построить. Видите. 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. 4. Исследовательский модуль. Во, модуль пищеблока. Опять же, вот я бежал от этого здания администрации и понимал, что мне надо. А еще, кстати, модуль переработки. Это, наверное, что-то связано с металлами. Просто необходимо приобрести тем, кто не любит выбрасывать что-то просто так. Этот модуль оборудован сверхтехнологичным переработчиком жоп. Еще раз как? Жирновой обработчик отходов производства. Блин, ну зачем такое придумывать? Ладно, пусть будет. Позволяющий перерабатывать отходы в утиль-сырье для повторного использования. Внимание, запрещено прикасаться к передней, задней, а также ко всем остальным частям работающего жоп. Пальцы и другие конечности в комплект не входят. Я обожаю эти описания, блин. Такое ха-ха просто. Так, пустая схематика. О, кстати, у меня это есть. Пустая схематика у меня где-то было. Сейчас, возможно, даже здесь. Во, пустая схематика. Здесь также нужны кирпичи, то есть это глина. Вот эти всякие водопроводные трубы. Кстати, надо бы завтра постараться закончить антенну. И найти хоть что-то, что даст мне эту чертову надежду. Ага, надежду. Ладно, мы обязательно справимся с этим, Лолошка. Так, ребят, смотрите, я сейчас просто скакал по материалам всяких разных штуковин. И базовый модуль 3-го уровня дальше требует фотолабораторию. Ту самую, которую мы взяли. И если так подумать, то доски это не проблема, андезит это тем более не проблема. А вот это, конечно, уже жопа какая-то. Низковольтный конденсатор. Вот деревянная скоба, это изи. А что такое деревянная скоба? Нажимаем отследить. Задание базовый модуль. Я хочу сделать, конечно. Это позволит использовать более мощные батареи в защитном скафандре. То есть получается вполне вероятно, что это позволит наконец уже апгрейдить скафандр. Дозатор, бункерная обшивка. Вот, деревянная скоба. Серьезно? Андезит нужен, самое тяжелое. Ну, андезит у меня где-то явно был. Возможно, вот там. А вот и он, привет. Ну, тогда сейчас сделаем. Короче, собрал абсолютно все ресурсы, кроме одного. 2 низковольтных конденсатора. Здесь понадобится гребаный редстоун. А у меня нету этого гребаного редстоуна. Типа, да, я когда-то его нашел в сундуках, и все, запасы закончились. Мне срочно нужно найти залежь. Пожалуйста. Может быть, даже, кстати, алмазы найду. Вот это будет прикольно. Нет, что? Тут механика такая, что у меня нету, кислорода, но при этом в воде у меня просто быстрее тратится заряд. Очень круто придумали, кстати, реально очень. Это же логично, учитывая, что у меня же в любом случае скафандр надет. Вот эти ящики что-то дропают. Окей. Фига себе фартануло. 4 алмаза. Реально? Ни хрена себе. Просто 4. Ой, тут 3-й уровень радиации. Тихо. Обалдеть, вот это реально фартануло. Подожди, а алмазная кирка? Ну-ка покажи мне себя. Сила 20, ловкость 20. Ну, многовато. До такой прокачки я еще не знаю, когда дойду. Но вот, кстати, еще железо добываем по-любому. Бляха, я только сейчас понял, а чё я продолжаю копать-то? У меня 20% заряда, а мне еще выбраться наружу надо! О, нет, у меня паника, у меня основательная паника. Так, косточки, кстати, это же тоже очень хорошо, это очень редкая штука. Давай, они как удобрение. Куда? Откуда я прибежал? 19%, пожалуйста! Нет! 13%! Пожалуйста! Нет! Нога! Нет! Пожалуйста! Я умоляю тебя, Лолошка, ты придурок. Ты почему мне не сказал, что тебе надо уже идти отсюда? Черт. Так, аккуратно. 10%. Умоляю, скажи мне, откуда я прибежал, по-моему, вот отсюда? Да. 10. Нет. Тут нужны лестницы.
долбаные лестницы! Вот там я поставил... Хорошо, тут есть лестницы. Ой, как же я себя обожаю прошлого. Если бы сейчас не лестницы, возможно, было бы ужасно. Все, 8%. Какая у меня паника. Сейчас бы опыт просрал, все эти ресурсы куда-то там в лаву упали, либо просто пропали. Снимаем, обязательно заряжаем, ресурсы убираем, переплавлять не забываем. И 2 низковольтных конденсатора получаем. Все, остается только 1000 опыта. У меня сейчас 490, и да, я запомнил, что для улучшения модуля нужно именно 1000. О, кстати, вот сюда зайдем. Привет, ага, похилились. И вперед за новыми свершениями. Мне нужно 1000 опыта. Та-дам! 1122 опыта. И вопрос. Если прямо сейчас вот эту затхлую капусту я уберу в холодильник, то... В холодильнике еда тоже портится? Это просто пиздец. Я не знаю. То есть, как бы она просто медленнее портится, да? О, ужас, как мне хранить еду? Мне реально нужны консервы, мне нужен пищевой модуль. Как бы то ни было, дамы и господа, базовый модуль 3-го уровня, улучшение успешно! Я уже думал, не будет катсцены. Мы же улучшаем, получается, вот эту комнатку, точно. То есть чисто сам я не смог бы поставить эту фотолабораторию, да? Так, а ну-ка пленку не тратим. Куда? Так. Скажешь что-нибудь? Лолошка? Блин, ничего не скажешь, серьезно. И подожди, что в итоге? Лампочки какие-то появились, да? Больше освещения. А где улучшение костюма? Как костюм улучшать? Я не понимаю. О, что это? Это было? Ладно, это было или не было, неважно, все равно не нажимается. Я не понимаю, как улучшать костюм. Я думал, у меня тут что-то появится. Насчет улучшения скафандра, как будто пока что нельзя этого делать, да? Ну ладно, поживем, увидим, как говорится. А на этом будем постепенно заканчивать. Кто-то знал, что подобная катастрофа грядет. А если кто-то знал, значит точно в этом мире есть выжившие. Во всяком случае, если эта катастрофа не смогла проникнуть в бункер. Потому что я-то уже появился после катастрофы. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я много раз говорил про то, что это буст мотивации, но сейчас бы я хотел отдельно поблагодарить за это, потому что я заметил, как многие люди как будто соединились, не то слово подобрал, скооперировались, и в условиях замедленного ютуба на вот эту просьбу реально начали реагировать чаще, что ли. Поэтому спасибо большое всем тем, кто на вот эти слова про подписку, про лайк, про комментарий, ну, не забивает, не плюет на это. Благодаря вам продолжает жить YouTube. Спасибо! А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и продолжение воспоминаний, а также фотоаппарат и базовый модуль 3-го уровня. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока!